Вы думаете, что знаете все о красоте турецких актрис? Но что, если я скажу вам, что за идеальными чертами лица скрываются годы работы не только над актерским мастерством, но и над внешностью? Сегодня на канале Stars Time мы сорвем маски. Мы нашли архивные кадры первых ролей самых популярных звезд Турции, которые они, возможно, хотели бы забыть. Вы увидите 15 невероятных преображений. А в самом финале – актриса, которая изменилась настолько, что даже преданные фанаты не узнают ее на старых фото. Кто стал королевой пластики, а кто сохранил природную магию? Начинаем наш обратный отсчет. 15 место – Денис Чикыр. Денис Чикыр сегодня – это символ властности и зрелой женской красоты. Мы полюбили ее за роль величественной Шах-Султан в «Великолепном веке» и сильной Мирьем в «Мафия не может править миром». Но какой она была в начале пути? Ее дебют в сериале «Желание женщины» в 2004 году показывает нам совсем другую Денис. Тогда она была очаровательной девушкой с пышными кудрями и естественным макияжем, в которой трудно было разглядеть будущую роковую женщину турецкого экрана. Время явно пошло ей на пользу, ее черты стали более четкими, а взгляд – глубоким. Денис – пример того, как женщина с годами становится только благороднее и харизматичнее, превращаясь из просто симпатичной актрисы в настоящую икону стиля. 14 место – Эбру Шахин. Звезда сериала «Ветреный» Эбру Шахин буквально ворвалась на Олимп славы, покорив мир своим образом Риян. Ее копна кудрявых волос и пронзительные глаза стали ее визитной карточкой. Однако путь Эбру начинался с эпизодических ролей, где ее внешность была далека от нынешнего глянцевого образа. В своих первых работах, таких как фильм «Кровавые деньги», Эбру выглядит как обычная соседская девчонка. Многие фанаты ведут жаркие споры, была ли ринопластика или это просто магия контуринга и взросления. Очевидно одно – из милой девушки с доброй улыбкой она трансформировалась в одну из самых желанных и ярких актрис современности, чье лицо теперь украшает обложки лучших мировых изданий. 13 место – Бирджи Акалай. Бирджи Акалай всегда выделялась своей нестандартной, почти эльфийской красотой. Мы знаем ее как обладательницу выразительных скул и глубокого взгляда в хитах «Черно-белая любовь» и «Полет птицы». Но если мы отмотаем время к 2004 году, когда Бирджи участвовала в конкурсе «Мисс Турция», мы увидим совершенно другого человека. В то время ее образ был мягким, а черты лица – менее рельефными. За годы карьеры Бирджи прошла путь радикальной смены имиджа, от длинных локонов до дерзких коротких стрижек. Ее трансформация – это история о поиске своего уникального стиля. Многие уверены, что актриса корректировала форму губ и носа, но сама Бирджи мастерски подчеркивает, что ее главная сила в умении меняться ради роли. 12 место – Джансу Дире. Зрители знают Джансу Дире как королеву драматических ролей с безупречной, фарфоровой внешностью в сериалах «Эзель» и «Неверный». Однако ее путь в шоу-бизнес начался не с актерства, а с подиума. В 2000 году она завоевала титул «Мисс Турция», но на тех кадрах ее едва ли можно узнать. Юная Джансу обладала более мягкими чертами лица и совсем иным стилем, далеким от нынешнего образа холодной и элегантной дивы. Со временем ее внешность стала более точенной и аристократичной. Несмотря на постоянные слухи о вмешательствах, Джансу остается верна себе. Она умело подчеркивает свою природную уникальность, превратившись из просто красивой модели в одну из самых статусных и высокооплачиваемых актрис страны. 11 место – Нургюль Ешелчай. Нургюль Ешелчай – настоящая легенда, чей взгляд способен приковать к экрану миллионы. Мы помним ее как властную Кесим Султан или чувственную Гюльсаран. Но если взглянуть на ее дебют в культовом сериале «Вторая весна» 1998 года, контраст поражает. Тогда 22-летняя Нургюль была обладательницей пухлых щечек и очень естественного, почти наивного образа. За десятилетия в индустрии актриса прошла путь колоссальной трансформации. Она открыто признавалась в экспериментах с ботоксом, которые не всегда были удачными, но быстро вернула свою форму. Сегодня Нургюль – это воплощение зрелой женственности.
Она доказала, что может меняться, сохраняя при этом ту невероятную харизму, за которую ее полюбил весь мир. 10 место. Серенай Сарыкая. Серенай Сарыкая сегодня – это главная икона стиля и муза крупнейших ювелирных домов. Ее внешность в хитах «Прилив» и «Шахмаран» кажется безупречной. Но архивные кадры из ее первого сериала «Сказка о Лимане», снятого в 2008 году, показывают нам совсем другую Серенай. 16-летняя девушка с копной непослушных волос и подростковыми чертами лица мало напоминает современную суперзвезду. Путь Серенай – это пример идеальной работы над собой. Она не только отточила актерское мастерство, но и полностью пересмотрела свой имидж, сделав ставку на голливудский лоск. Глядя на ее ранние фото, понимаешь, что ее нынешний ослепительный образ – это результат долгой эволюции и умения преподносить свою красоту с достоинством. 9 место. Туба Бюйкустюн. Туба Бюйкустюн по праву считается одной из самых красивых женщин не только Турции, но и мира. Ее естественная красота в сериалах «Аси» и «Грязные деньги и лживая любовь» всегда вызывала восхищение. Однако в самом начале карьеры, в 2003 году в сериале «Султан Макамы», Туба выглядела иначе. У нее была другая форма бровей и более простая подача, в которой еще не читалась та аристократичная стать, за которую ее обожают миллионы. Интересно, что Туба – одна из немногих актрис, кто практически не прибегал к радикальным изменениям. Ее трансформация – это история взросления и обретения уверенности. Из милой девушки с густыми волосами она превратилась в настоящую диву, чей взгляд стал более осмысленным и глубоким. 8 место. Эльчин Сангу. Огненно-рыжая Эльчин Сангу стала мировой звездой после выхода хита «Любовь на прокат». Ее яркая внешность кажется даром природы, но путь к этому образу был долгим. Свою первую роль Эльчин получила в 2011 году в драме «Бесценное время». Там она предстала в образе отрицательной героини Жали, и узнать в ней нынешнюю, солнечную актрису крайне сложно. Тогда ее стиль был более тяжелым, а макияж и прическа скрывали ее природную легкость. За годы работы в индустрии Эльчин провела колоссальную работу над имиджем. Она нашла свой идеальный оттенок волос и подчеркнула фарфоровую кожу. Сегодня она выглядит намного моложе и свежее, чем в начале своего пути, что заставляет фанатов гадать секреты ее неувядающей красоты. 7 место. Афра Сарачоглу. Звезда сериала «Зимородок» Афра Сарачоглу сегодня находится на пике популярности. Ее огромные глаза и детское лицо покорили сердце зрителей. Свою карьеру она начала в 18 лет в фильме «Второй шанс», куда попала благодаря настойчивости своей мамы. На тех кадрах Афра выглядит как совсем юный подросток с пухлыми щечками. Но посмотрите на нее сейчас, черты лица стали острыми, а образ невероятно сексуальным. И вот здесь, друзья, приготовьтесь. Если трансформация Афры кажется вам заметной, то подождите до конца нашего видео. Впереди нас ждут актрисы, которые изменились до полной неузнаваемости. А наш лидер приготовила такой сюрприз, который заставит вас пересмотреть ее старые сериалы заново. Не переключайтесь. 6 место. Денис Байсал. Денис Байсал, полюбившаяся миллионам за роли в сериалах «Госпожа Фазилет и ее дочери» и «Разведка», прошла через одну из самых обсуждаемых трансформаций. В своих первых работах, таких как сериал «Недопетая песня» 2011 года, Денис выглядела совсем иначе. Актриса никогда не скрывала, что сделала ринопластику, причем не только из эстетических соображений, но и по здоровью. Однако вместе с формой носа изменилось и все восприятие ее лица. Оно стало более гармоничным и выразительным. Сегодня Денис – воплощение современной красоты и уверенности. Глядя на ее старые фото, понимаешь, насколько грамотный тюнинг и правильный имидж могут помочь раскрыть внутренний потенциал и превратить симпатичную девушку в настоящую звезду экрана. 5 место. Неслихан Атагюль. Неслихан Атагюль – актриса с уникальной, почти магнетической внешностью, которую невозможно забыть. Мы наблюдали за ее ростом буквально на глазах. Ее дебют состоялся в 13 лет в фильме «Первая любовь», за который она получила престижную награду как «Молодая надежда».
Тогда Неслихан была трогательным ребенком с характерным разрезом глаз и искренней улыбкой. С годами ее черты стали более резкими и характерными. Несмотря на постоянные обсуждения в прессе ее мешков под глазами, которые являются ее генетической особенностью, Неслихан отказывается от радикальной пластики, делая ставку на естественность. Ее преображение – это путь от талантливого ребенка до сильной, глубокой женщины, сохранившей свою аутентичность в мире филлеров и фильтров. 4 место – Димет Оздемир. Димет Оздемир сегодня – королева ромкомов и драматическая актриса с безупречной внешностью. Но преданные фанаты помнят, с чего начинала Димет. До того, как стать звездой сериала «Запах клубники», она была профессиональной танцовщицей и снималась в клипах, в том числе у Мустафы Сандала. На архивных кадрах тех лет у Димет совсем другая форма лица, более округлая, с выраженными скулами. Многие эксперты по красоте уверены, что актриса прибегала к процедуре профиля Джоли и удалению комков Биша, чтобы добиться нынешней четкости линий. Сама Димет это отрицает, списывая изменения на похудение и возраст. Как бы то ни было, ее трансформация из энергичной танцовщицы в элегантную диву мирового масштаба просто поражает воображение. 3 место – Берин Саад. Берин Саад – алмаз Турции, чья популярность после сериала «Запретная любовь» достигла невероятных высот. Ее путь к славе начался с участия в телевизионном шоу «Талантов», где юная Берин заняла 2 место. На кадрах 2004 года мы видим милую девушку с очень мягкими, детскими чертами лица и естественным цветом волос. В ее внешности тогда было больше простоты и открытости. Со временем Берин превратилась в утонченную женщину с аристократическим шармом. Хотя актриса является ярой сторонницей естественного старения и часто появляется без макияжа, ее преображение из соседской девчонки в главную драматическую актрису страны – это пример того, как внутренняя сила и харизма полностью меняют внешнее восприятие человека. 2 место – Ханде Эрчел. Ханде Эрчел – имя, которое не сходит с заголовков газет. Ее трансформация считается самой радикальной в индустрии. В своем дебютном сериале «Королек. Птичка певчая», где она сыграла небольшую роль, Ханде была очаровательной девушкой с пышными формами и очень круглым лицом. Сегодняшняя Ханде – это совершенно другой человек, острые скулы, тонкий нос и идеальный овал лица. Поклонники до сих пор спорят, сколько операций потребовалось для такого результата, или же это следствие жесткой диеты и спорта. Как бы то ни было, Ханде создала себя заново, превратившись из просто симпатичной актрисы в мировую икону красоты, чье лицо признано одним из самых красивых на планете. Ее «до» и «после» – это настоящий шок. 1 место – Фахрие Эвджен. И, наконец, наш лидер – ослепительная Фахрие Эвджен. Сегодня она – воплощение роскоши и идеальной красоты, но помните ли вы ее в сериале «Листопад» в 2006 году? На тех кадрах перед нами предстает совсем другая девушка. Иная форма носа, более тяжелый подбородок и совсем другой взгляд. Фахрие проделала ювелирную работу над своей внешностью, которая позволила ей сохранить индивидуальность, но при этом достичь эталонных черт. Ее преображение настолько гармонично, что многие отказываются верить в помощь хирургов, списывая все на удачное замужество и счастливое материнство. Фахрие доказала, что можно полностью изменить свой типаж, став настоящей королевой турецкого экрана, чье истинное лицо из прошлого сегодня кажется лишь далеким воспоминанием.